Добро пожаловать на канал Модная стрекоза. Современная эпоха переосмысливает представление о старении и женщинах в зрелом возрасте. Сегодня зрелость ассоциируется с мудростью, опытом и уверенностью в себе, а не с негативными стереотипами о старушках. Косметические средства и процедуры красоты позволяют продлить молодость и устранить явные признаки старения. Существует множество приемов, которые помогают скрыть морщинки и выглядеть моложе своего возраста. Однако, многие из нас допускают некоторые косметические ошибки, которые невольно добавляют несколько лишних лет. И сегодня мы расскажем вам про самые распространенные бьюти-ошибки, которые важно избегать, чтобы выглядеть молодо и свежо. Приятного вам просмотра! Почему появляются морщины? Кто-то скажет, ответ очевиден – из-за возраста. Но ведь негоды собирают кожу в складки и тянут лицо вниз. Из-за недостаточной увлажненности кожи более явными становятся признаки старения, появляются мелкие морщины и лицо приобретает тусклый оттенок. Обезвоживание кожи – состояние, когда кожный покров испытывает дефицит влаги. Основные признаки обезвоживания – тусклый оттенок, шелушение, потеря упругости и эластичности, появление мелких морщинок. Для борьбы со старением важно создавать хорошее увлажнение кожи, ведь она нуждается в стабильном водном балансе. Обеспечивать дерму питательными веществами. Возрастные изменения всегда сопровождаются нарушением обменных процессов. Увлажняйте кожу кремами и сыворотками. Это настоящий must-have для обезвоженной кожи. Рекомендуется использовать тоники и сыворотки с гиалуроновой кислотой, глицерином и мочевиной. Эти компоненты притягивают воду и обеспечивают лучшее увлажнение. Использование кремов и сывороток, богатых антиоксидантами и витаминами, поможет поддержать кожу эластичной и сияющей. Дополнительно можно использовать увлажняющие маски. Увлажнение кожи и специальный уход предотвратят преждевременное старение. Самое главное в любом макияже – хорошая тональная основа, которая выровняет тон и скроет недостатки. Важное правило антивозрастного макияжа – избегать тяжелых матирующих тональных средств. Плотные основы и консилеры будут скапливаться в морщинках и выделять все недостатки кожи. Оптимальным выбором будет легкая и увлажняющая формула основы, которая придает коже свежесть без создания эффекта маски. Также важно правильно выбрать оттенок. Правило, по которому оттенок тонального крема должен совпадать с цветом лица, в случае с возрастной кожей не работает. С годами кожа становится бледнее, поэтому, выбрав такой оттенок, есть вероятность придать лицу болезненный вид. Чтобы кожа сияла и светилась, используйте тональную основу на 1 тон темнее естественного. Также визажисты советуют выбирать теплые оттенки, с ними кожа выглядит моложе. Мы так часто слышим о том, что нужно пользоваться кремами с SPF, однако информация о них есть далеко не у всех. Тем не менее, исследователи приводят немало аргументов, почему этот косметический продукт важно использовать в течение всего года, даже в пасмурную погоду и зимой. Крем с SPF защитит кожу от преждевременного старения, пигментных пятен, солнечных ожогов, от появления злокачественных и доброкачественных образований на коже. Гарантированную защиту дает только солнцезащитный крем, который присутствует в уходе в течение всего года, вне зависимости от того, есть на улице солнце или его нет. Смело выбирайте для ежедневного применения средства с фильтром SPF 30.
пусть оно будет в составе вашего дневного ухода или BB-крема. При активном солнце, когда температура около 30 градусов, уровень защиты следует повысить до 50. Наносите средства на все зоны, даже самые неприметные, например, уши, шею и область декольте. Использование крема с фильтром SPF защитит от преждевременного старения и пигментных пятен. Контуринг – один из важных этапов макияжа. Он способен подчеркнуть скулы и сделать лицо более молодым. Многие женщины допускают достаточно распространенные ошибки и наносят бронзер, румяна или хайлайтер слишком высоко или низко, что еще больше подчеркивает морщины и недостатки кожных покровов. При использовании румян и хайлайтера нужно следить за тем, чтобы эти средства не оставляли резких переходов и слишком явных линий. Наносите хайлайтер только на те участки, на которые падает естественное освещение. Это скулы, кончик носа, центр подбородка. Кремовым или жидким корректором светлого оттенка подсветите область под глазами, носогубные складки, область под уголками рта. Самое главное правило скульптурирования – оно должно быть незаметным. Визажисты утверждают, что антивозрастным потенциалом обладают теплые оттенки. Холодные тона добавляют лицу контрастности. Из-за этого все несовершенства от морщинок и прыщиков становятся более заметными. Если у вас до сих пор нет такого замечательного бьюти-средства, как консилер, самое время его приобрести. Консилером можно замаскировать темные круги и мешки под глазами, рисуя перевернутый треугольник, а также скрыть с его помощью некоторые воспаления на лице. Женщинам зрелого возраста следует наносить консилер на впадинку у внутреннего уголка глаза, а затем с помощью мягкой кисти растушевать средство, чтобы не было видно границ. Далее высветлить зону под внешним уголком глаза и растушевать. Здесь у всех людей есть небольшое затемнение, которое нужно нивелировать. Обратите внимание, что тушевку необходимо выполнять исключительно на границе нанесения средства, чтобы консилер не выделялся на лице, а мягко переходил в кожу. Слишком тонкая форма бровей была популярна в начале 21 века. Сейчас обладательницы ниточек выглядят так, как будто застряли в прошлом. Для эффекта омоложения нужно использовать волосковую технику макияжа бровей. Возьмите острый карандаш или тонкую кисточку и аккуратно прорисуйте линии, имитирующие волоски. Такой способ, к тому же, визуально прибавит густоты бровям. Результат получится натуральным и очень свежим. Если пользуетесь тенями, используйте оттенок, который на 1-2 тона темнее естественного цвета волос. И не забудьте о растушевке начала брови до плавного перехода. Чтобы сохранить естественную форму бровей, заполняйте их при помощи подходящего оттенка.
Обязательно учитывайте возрастные особенности перед тем, как использовать какую-либо косметику. Тени для глаз лучше использовать сухие и наносить их на базу, чтобы они не скатывались и не осыпались. Возле линии роста ресниц наносите светлые оттенки, а в дуге над складкой, где падает века, более темные. Так взгляд станет молодым и открытым. Подводка для глаз может быть эффективным инструментом макияжа, однако неправильное ее нанесение и использование могут невольно добавить несколько лишних лет. Толстая и объемная подводка может нарушить естественный контур глаз, так как слишком темный цвет придаст глазам отечность и привлечет внимание ко всем мимическим морщинам. В лифтинг макияжа глаз лучше избегать графичных элементов. Поэтому вместо того, чтобы подчеркнуть глаза с помощью стрелки, используйте карандаш для создания легкой дымки. Прокрасьте всю верхнюю слизистую, межресничное пространство, а также проведите тонкую линию вдоль ресниц. Затем небольшой натуральной кистью растушуйте верхнюю границу линии. Не следует подводить нижнее веко, так как можно утяжелить взгляд и сделать глаза визуально меньше. Многие женщины игнорируют румяна, считая, что можно прекрасно обойтись без них. Румяна создают естественный румянец на щеках, делают лицо более свежим, здоровым и живым. Отличным вариантом являются рассыпчатые румяна. Они легко наносятся и растушевываются, дарят более бархатистое и натуральное покрытие и подходят для всех типов кожи. Если у вас сухая кожа, используйте кремовые версии персикового или розоватого оттенка. Молодые девушки делают макияж с акцентом на губы. Однако, чем старше мы становимся, тем менее привлекательным становится этот прием. Яркая помада неправильно подобранного оттенка подчеркивает морщины, а темный цвет практически всегда добавляет несколько лет. С возрастом губы теряют четкий контур и становятся более тонкими. Грамотно подобранный цвет помады способен скорректировать эти два недостатка в считанные минуты. Главное – отыскать его. Используйте помаду одного из освежающих оттенков – ягодную, персиковую, коралловую. Ее же можно добавить на яблочки щек, боковые поверхности лба, переносицу и растушевать кистью или спонжем для создания свежего и гармоничного образа. Также можно использовать кремовые помады нюдового оттенка, они сделают губы увлажненными и привлекательными. Помада – это эликсир молодости в руках женщины, если она знает, как правильно выбрать ее цвет. Макияж можно смело назвать самым настоящим искусством, которое на протяжении длительного времени используется как способ презентовать себя окружающим.
Современные женщины все чаще используют мейкап, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть свою красоту. Однако с возрастом делать это становится все сложнее. Внимательное отношение к выбору продуктов и правильному их нанесению поможет сохранить свежий и привлекательный образ, подчеркивающий красоту женщин в любом возрасте. Надеемся, что наша подборка была вам полезной. Оставайтесь молодыми и красивыми. Всего вам самого наилучшего и до встречи в следующем видео.